Cześć, Norbert here. Can Russian speakers understand the Polish language? Let's find out. Przygotowałem dla Was 4 słowa, które musicie odgadnąć na podstawie opisu, który dam Wam po polsku. Dobra? Понятно. Понятно. Tak, dobrze, więc pierwsze słowo to jest coś drogocennego. Что-то драгоценное. Są to przedmioty o wysokiej wartości materialnej. Какие-то предметы. Какая-то материальная ценность. Большая ценность материальная. Tak, tak. Tym słowem możemy też nazwać osobę, która jest nam bliska, którą kochamy. Это кто-то близкий тебе человек. Да, дорогой человек. Мы пока не называем. Да, мы пока еще не называем, да, мы еще отгадаем пока. Да, я понял, да. Dobra, i jeszcze ostatnia wskazówka. Kiedyś piraci zakopywali to coś w ziemi i robili mapę, żeby później do tego trafić. Да, мне кажется, Я понял. Я ничего не понял. Леша первый догадался, и я тоже думаю, что понимаю. Uwaga. Wadim, czy masz jakieś pytania? Мне дать ответ? Czy masz jakieś pytania? Моя догадка, что я думаю. Да, я могу дать сейчас ответ, но вообще, понятно о том, что про ценного для нас человека. Это может быть, как ласково можно назвать свою жену. Aha, tak, dobrze. To wszyscy mają pomysł? Wszyscy mają Da. pomysł? Napiszcie na kartkach. Да. Ага. Мгм. Я уже написал. To jeżeli jesteście gotowi, to pokazujemy. Co to za Gotowy. słowo? Ага, Всё, показываем показывай. бумажки. Raz, dwa, trzy. А, Dobra, Владимир. Ilia, co to jest? Сокровище. Aha, wszyscy mają to samo słowo, tak? Czy po polsku to jest skarb. Скарб. Skarb. To, co zakopują piraci, tak? Может быть, я еще Пираты. напишу вариант. Это тоже слово, но другой вариант. Aha. Jak to się czyta? Klad. Mhm. Ладно. Dobrze. To jest synonim słowa Синоним, да. skarb. Tak. Synonim. Не совсем, я бы не сказал, что это не совсем синоним. To co myślisz, Ну, Леша? да, это близкое по Что значению. я не- думаю? близко. Да. Я думаю, что это 100% вот это слово, Да, я потому согласен. что Норберт дал 3 объяснения. Во-первых, что-то дорогое, что-то, что имеет большую ценность, раз. Он сказал, Мгм. что так можно назвать, например, близкого человека, который тоже имеет ценность. И третье, он еще дополнительно сказал, что это то, что под землей прячут пираты. Мгм. Слово, которое подходит для всех этих 3 вещей в русском языке, это только сокровище. Без Tak, вариантов. Wadim, co Да. chciałeś dodać? А я понял первые 2 подсказки, а третью я не понял. Поэтому я подумал, что это слово «золотце», как золото. Ты мое золото. Złoto po Możesz. polsku. Злото, да, как ты можешь сказать своему любимому человеку. Ты мое золотце. Но с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Мгм. Как конь, Ага. коник, золото, золотце. Po polsku złotko. Można powiedzieć Złotko. tak do twojej żony czy dziewczyny. Złotko. Mhm. Я хотел сказать, что я согласен с Алексеем. Я думаю, что это сокровище. Skarb. Я с вами Skarb. тоже согласен. Mhm. Да. Tak, już teraz to jest wiadomo, że chodzi o skarb. To idziemy dalej. Kolejne słowo. Uwaga. Мгм. Jest to miejsce, gdzie składa się ciało po śmierci. Мгм. Są różne formy, mogą być różne formy tego miejsca. Może to być dół w ziemi, albo komora wykuta w skale. У меня есть версия. Мгм, у меня тоже. Macie jakieś pytania? Мне
Тоже понимаю. Да, есть идея, еще не Есть. 100%. Już macie pomysł? Пару вариантов, да. Dobra, to napiszcie na kartkach. Мгм. Более того, я добавлю. Мне кажется, когда я проезжал на машине по Польше, я видел это слово, но только то, что оно означает у нас, не у вас. То есть оно у вас означает другое. У нас оно означает то, о чем ты сказал. Вот Aha, no сейчас я dobra. напишу, и ты поймешь. Мгм. Napiszcie А to можно słowo. вопрос задать, да, Норберт? Tak, proszę, Вопрос. Liosza. Ты сказал, что это место, в котором хранится тело человека, Mhm, умершего. mhm. Это место как комната или это что-то небольшое, может быть? Это как какая-то... Оно может быть из дерева, например, это место. Aha, nie, to miejsce nie może być z drzewa. To jest Okej. mała komora, jama, dół. Komora, jama, nisza też czasami można powiedzieć. Окей. Dobra, to jeżeli macie gotowe słowa, to Я, pokazujemy. я написал два слова, потому что одно общее, а второе конкретное, но оно относится только к тому, что над землей, не внутри, не под землей, а Я то, что понял. над землей. Dobra, to pokazujemy w takim razie. 3, No, 4. Значит, первое могила, второе склеп. Dobra, Liosza, ty przeczytaj swoje. Я сперва написал склеп, потом я написал гроб, а потом я понял, что более общий ответ лучше, да, более общий. И это могила. Aha, i Wadim, co ty napisałeś? А я решил скреативить и подумал, может быть, это гробница? Ты еще говорил то, что... Кстати, хороший вариант. Мне нравится. Chodzi o słowo grób. Grób. Гроб. Гроб все-таки. Так что, Леш, ты был прав, видишь, ты правильно. Tak, ale to chyba jest fałszywy przyjaciel, bo po polsku grób to jest dół w ziemi, tak? To nie jest trumna, gdzie jest z drewna. Не То есть это не коробочка. то, что у нас называется гроб, это не деревянная вот эта У вот них это штука, могила. которая вот так вот, а сама Aha, в целом все это место, само место, Да. вместе с сверху и надгробием, снизу, с святой. po polsku mogiła to jest konkretnie grób w ziemi z takim pagórkiem usypanym stosem ziemi, Мгм. tak? To jest А как mogiła. по-русски у нас, кстати? Ну, А как по-польски сама деревянная коробка, в которой лежит тело, труп? как саркофаг. Саркофаг, как называется? Ciało leży w trumnie, to jest trumna. Труман. Трумна. Trumna, tak. А трумну Трумна закапывают для в трупа. могилу. Типа, логично все. Tak, Wadim, dobrze. A grobowiec, uwaga, a grobowiec jest większy. To może być jakaś komnata. Faraoni leżą w grobowcach. Faraoni w Повец у вас piramidzie. это гробница, да? Гробница. Мгм. Grabnica, Ну, tak. там мой вариант, да. Aha. Что-то ни разу не угадал. To byłeś blisko, Wadim. No, И Наоборот, нужно, чтобы у всех были разные мнения, так у нас больше шансов. Так что А это я хорошо. вот, Норберт, я эту выбрал стратегию как раз. что получается все-таки по-польски значит групп, а что могила? mhm. Я в итоге запутался, что это. Запутался? Grób może mieć różne formy, tak? Może być w skale, może być to jama w ziemi, więc to jest bardziej ogólne słowo. Mogiła konkretnie... Групп, могила. Извините, Ага. секунду. Aha. Так. Прошу прощения. To rozumiecie, tak? Rozumiecie. Dogadaliśmy Da. się tutaj. Mhm. Да, понимаем. Idziemy dalej. Trzecie słowo. Uwaga. Jest to człowiek, który bierze coś, co do niego nie należy, bez pytania. Это человек, который долгое время без... Mhm. Да, давай Еще раз. Człowiek, który bierze coś, co nie jest jego, bez pytania. Так, человек, который бежит
Какое Бежит. время? Как, мне кажется, бежит. Бежит. А мне послышалось то, что он типа лежит не там, не тут. Типа не на этом свете, nie na том, как бы. A Ja nie, tak powiem. chodzi o słowo Давай. brać, tak? To, dam wam przykład, Mhm. tak? Да. Na przykład jestem w autobusie i ktoś wkłada rękę do mojej kieszeni, bierze mój telefon Я- i ucieka. Мне кажется, я понимаю, о чем речь. А я запутался еще У больше. меня есть догадка. Aha, Wadim, masz pytania? В автобусе кто-то, кто взял мой телефон, кто украл у меня телефон. Мгм. А, Я думаю, что он имеет в виду, что это кто-то, кто едет незаконно в автобусе. Я тебе дам подсказку, чтобы ты... Мне кажется, это... Возможно. Но нам еще нужна подсказка. Норберт, я нам еще запутался нужна. вообще. Я сейчас пример. напишу. To Ну, еще uwaga, пример, uwaga. Да-да-да. Iljosza, wy macie jakiś pomysł? Teraz Wadim, jakie masz pytania? Ты сначала сказал что-то там, не тут. Вот твоя первая подсказка была. И я подумал, ты про то, когда человек не жив, не мертв. Я подумал, ты про это говоришь. Aha, А потом ты сказал про автобус, и я вообще запутался. Aha, to uwaga, jeszcze raz mówię. Ten człowiek żyje Этот i человек жив. tak, zabiera rzeczy, które nie są jego, nie należą do niego. Na przykład zabrał mi telefon, stałem w autobusie, zabrał mi telefon i uciekł. Wyjął telefon z kieszeni. Tak. То есть это человек, который забирает что-то, что ему не принадлежит. Может быть То, так, что да. не является его собственностью. Нехороший Он забирает то, человек. что это не его, наверное. Tak. A- Czy macie już pomysły? Możecie Ну, zapisać? наверное. Я еще один вопрос, Норберт. Так. Этот человек может забрать что-то не в автобусе, не в транспорте? Или это только в транспорте? То есть он... Tak, może zabrać rzeczy z najróżniejszych miejsc. I z понятно. domu, i z mieszkania, i z samochodu. Теперь понятно. Мгм, мгм. Dobra, to zapiszcie na kartkach. Вопрос еще можно? No proszę. Вопрос такой. Когда он что-то забирает, он делает это незаметно Мгм. или все это видят? Тоже я тоже об этом подумал. Tak, on robi to То w есть он это ukryciu. делает секретно, тайно, и никто это не замечает? Или он... Он Говорит, ответил да. секретно. Mhm. On robi to w ukryciu, tak żeby nikt nie widział. Украдкой, я понял. Ukradkiem. Mamy takie słowo. Aha. 3, 4. И второй супер. вариант. Еще вот такой вариант. Karmannik, tak? Карманник. Mhm. Знаешь, что такое карман? Норберт, что такое карман? Nie, karman. Карман это вот куда можно что-то положить. Он и в джинсах тоже есть карман, понимаешь, да? Карман. Карманник. Tak, po polsku kieszeń, tak? Ale ten człowiek, który kradnie, to jest złodziej. Это тот, кто крадет. Złodziej, tak? Albo kieszonkowiec. Кешонковец тот, кто из кармана вытаскивает. Кешонковец, да? Карманник. Z kieszeni, tak. Bardzo dobrze. Так, А у так. меня вопрос, Норберт. А Робин Гуд, он злодей в таком случае или все-таки не злодей? Философия. Он же тоже Bohater, вор. to jest bohater. Bohater. Dobra, to uwaga. Po rosyjsku to będzie wor, tak? Это обширное слово. Много кого можно назвать так. Tak, bo po polsku mamy słowo wór, to jest taka torba. Czasami złodziej chowa rzeczy do wora, do torby. Tak? Macie Торба takie это słowo? вот. Taka torba, duża torba, to jest А, у wór вас po вот polsku. это вор. Да. Tak, Wór. tak.
Tak, duża torba. Wór, Фальшивый worek. приятель еще один. Ano, ano. Dobra, to super. Но To tutaj, все-таки вур и вор это как бы немножко отличается, так что это не tak. настолько. Tutaj zgadliście bez problemu. Очень часто в русском языке «о», а в польском это Да, «у» может. как раз получается. У нас гроб, у них груб. Tak, i to jeszcze, to jest po polsku o z kreską. O z kreską. Это u. Pokazuje, że kiedyś to było o. Kiedyś to Да, było o, в a teraz польском jest... тоже «о», но просто оно сверху ставится черточкой, поэтому читается как «у». Но пишется тоже понятно. «о». Собрались тут лингвисты. Dobra. Tak, to teraz czwarte słowo. Uwaga, czwarte słowo. Jest to pomieszczenie w domu, gdzie mamy urządzenia do kąpieli i do mycia się. Так, Tak? помещение, мама дома, что-то там. Помещение, где в доме, где, где либо Первое готовят я тоже понял. ужин, либо хранят какие-то ингредиенты для ужина. То есть изделия, ингредиенты. Можно еще пример? Jeszcze nie. Jeszcze jedna wskazówka. Не, ну, варианты у нас, мне кажется, есть. W tym pomieszczeniu bierzemy kąpiel, prysznic, golimy się, myjemy zęby. Myjемся. Ну, то ли моемся, то ли мы едим. Myjemy się, na przykład myjemy zęby. Mamy szczoteczkę do zębów, pastę do zębów. Mamy przybory do kąpieli, kąpiel. Компели, да, что это? Синоним кампели. Синоним. Kąpiel można brać w wannie albo... No, kąpiel w wannie, ale można też wziąć prysznic. А, не, Вода ребята, это капает. уже другое помещение, мы не о том, похоже, думаем. Может быть, это раковина, Норберт? Uwaga, uwaga. Мгм. Ilia, pytanie? Masz pytanie? Вопрос про кампели не про слово, а только про твою подсказку. Это раковина, это где моют руки внутри, моют руки в раковине и моют еще бутылки, не знаю, чашки, ложки, утварь кухонную. To, o czym mówisz, znajduje się w tym pomieszczeniu. Оно там Też есть, jest окей. takie miejsce, gdzie możesz umyć ręce, ale możesz umyć całe ciało. Możesz umyć całe ciało. Понятно. Я думаю, ребят, что Норберт имеет в виду, что в этом помещении есть что-то, что есть в ванной. То есть есть там экраны, там есть раковины. То есть, значит, это какое-то помещение, которое имеет схожие с ванной. Ну, вот этот предмет, он и предметы. в этом помещении есть, и в другом помещении есть. Все логично. Да, но он спрашивает именно И о вот мы и помещении, да, запутались поэтому здесь. у меня есть вот вариант. Да, не, я думаю, он спрашивает точно о комнате. Он Ладно, я думаю, мы можем предъявить свои догадки. А больше не будет подсказок? Nie, to już była ostatnia. Все, лимит подсказок мы исчерпали. Tak, wyczerpaliście limit wskazówek. Да. 3, 4. Aha, uwaga. Kuchnia, Кухня, wannaja, ванная. komnata, wannaja. A, to ciekawe. Po polsku to jest łazienka. Мгм. Łazienka i w łazience jest wanna i wanna to jest to naczynie, to jest taka Tak. duża misa, do której wchodzimy, żeby się wykąpać, żeby umyć całe ciało. А, это сама Так. ванная. Нет, он говорил про то, что Да, там вот можно это. мыть все тело. Там можно принимать Można ванну wejść, целиком. można wejść И do вещи, ну, wanny. и все вообще. Tak? Да, и вот так вот. Ну, у нас же тоже только одна буква отличается. Ванна – это ты моешься. Ванная – это помещение. Ну да. A kuchnia, a skąd wzięła się kuchnia? Ilia, napisałeś kuchnia, tak? Да, да. Napisaliście, co to kuchnia? Леша Кухня? тоже написал кухня и еще ванна. Нет, я не написал кухня. Я написал ванная. Извини, Леша, извини. Ваня. Значит, это Вадим написал, да. Да-да-да. Ну, в общем, А. Вадим написал ванная, а мы с
Ой, да, мы с Вадимом написали кухня, а Леша написал ванная. Aha, to znaczy, że nie zrozumieliście, że chodzi o mycie ciała, tak? Да, Myśleliście, że to jest miejsce, gdzie gotujesz jedzenie, przygotowujesz Вот kolację. готовишь едение, это вот все понятно, это кухня. Да. Aha, так rozumiem. все-таки я уже запутался. Какое Да. правильное слово? Мы все-таки угадывали. Ванна, сама ванна, вот это вот это правильное купель, слово. как бы, да, в которой Ага. вода наполняется, и ты не моешься. Вот это и есть. Норберт, это не было помещение, это было предмет. Это не Nie, было... to było pomieszczenie. Łazienka. Łazienka to jest to pomieszczenie, gdzie jest wanna, gdzie jest prysznic, gdzie jest umywalka. Все, значит, это ванная комната. Tak. Aha, i po polsku łazienka pochodzi od słowa łazić, bo łazimy tam codziennie. A jak Polacy poradzą sobie z językiem rosyjskim? Dowiesz się tego w kolejnym odcinku. Subskrybuj i wciśnij dzwonek, żeby nie przegapić.